Сегодня у нас в гостях известный актер озвучания Михаил Хрусталев и его сын Илья, тоже актер озвучания. Скажем так, у нас в гостях актерская, ну, давайте называть это династия, а может не династия. Короче, нам предстоит разобраться вообще, откуда там что растет. Ну, я в пару слов скажу. Михаил у нас родился в 1972 году, в самом что ни на есть северо-западном городе Тихвине. И судьба его развивалась достаточно интересно. Он и пел в хоре, и работал литейщиком, если я не ошибаюсь, Михаил, правильно? Токарем. Токарем. Михаил работал токарем. То есть жизнь его помотала, а потом в его жизни случился такой интересный момент. Он записал джингл для одной из санкт-петербургских радиостанций и проснулся миллионером, или что случилось, Михаил? До сих пор сплю. Я еще даже не проснулся. Там была другая история, она была значительно насыщеннее. Это был не один джингл. Но я расскажу, если будет интересно. Да, вот, собственно говоря, видите, у нас как получается, был вот такой поворотный момент в истории. Дальше он стал голосом радиостанции, он работает на дорожном радио, он работает на радио Бизнес ФМ, озвучивает колоссальное количество дублирует колоссальное количество проектов. У Ильи пока не столь большой вообще портфолио, но у него есть один знаковый проект, это «Три кота». Мы очень любим этот проект, потому что хорошо знакомы с теми, кто производил этот мультик. А какие еще проекты у тебя в портфолио сейчас, можно сказать? Сколько тебе лет, во-первых? Мне 14 лет. 14? Мне 14 лет. Перебью сейчас сына. Однажды ехали в такси, и вдруг он со мной разговаривает, ну там, да, вот обычно, вдруг звонит телефон, звонит его друг. Он такой, алло. Я смеялся и говорю, а почему ты так поменял голос? Илья, мы все так разговариваем. У нас у всех есть такие. Извини, перебил тебя, продолжай. Давай, Илья. 14. Итак, Илье 14 лет. Вот. Ну, получается, из того, что я помню, несколько аниме было, такие как Digray Man. Было аниме, показанное на 2х2 «Клинки хранителей». Вот. Из мультфильмов еще был мультфильм «Infinity Надо». Ну и фильмы, получается, массовки в различных фильмах. Ну и роли были тоже. Ксюша Чусовских тебя куда-то где-то использовала в диснеевских еще фильмах детских. Ну и не только детских, кстати говоря. Ты не помнишь? На Нива фильм в Москве. Да, вот как раз. И Женя Хазов, да, ты с ним массовки, работал. небольшие роли вот на Это в 14 лет. Угу. Нет, это раньше значительно было. Это раньше, ну, это 12, 13, да. Ему сейчас вот 15, без месяца 15. То есть за 3 последних года ты сделал себе... папа помогал? Ну да, в каких-то моментах. Ну помогал. да, мне нравится. А папа помогал вообще? Папа, вы вообще... Что сказать-то за это? Как говорят в Одессе, что вы за это сказать можете? Проект «Три кота», в принципе, появился чуть ли не за пару лет до того, как он вообще появился на телеэкранах. И, ну, там же очень долгая история с изыскиванием бюджетов, ну, вся вот эта вот техническая организационная история. И мои друзья, которые инициировали, собственно, появление этого проекта, Дима Высоцкий, Сикорский Андрей, мы сделали пилотную серию. И они говорят, блин, все голоса есть, все вроде нормально, коржика нет. Такой вот, я говорю, так у меня сын есть, давайте попробуем. А ему, сколько тогда было, 5-6? По-моему, 4 даже. Ну, в общем, он был маленький. И Стас, звукорежиссер и хозяин студии «Медиа-1», сказал, блин, он же маленький совсем. Нормально, он повзрослее может сделать голос. Как на шару, просто сказал вот на шару. Попробовали, слушай, а правда нормально? И 3 сезона он отработал. В конечном итоге пошло-поехало, нашлись деньги, нашлись вот все вот эти вот составляющие. То есть, ребенок начал зарабатывать первые свои деньги, как он скажет потом. Я заработал в 4 года, озвучивая вот это дело. То есть, это все было честно, оплачивалось, так скажем. Естественно, мы ему не далее, как на осенних каникулах, открыли счет, сходили с ним в банк и положили те деньги, которые он за 3 сезона заработал. Такие дела. С ума сойти, просто с ума сойти. В то время, как у большинства из нас дети смотрят аниме, Илья его, как говорит, а действительно, а что тут это самое, зашел с другой стороны микрофона, сел озвучивать, да? Ну, я понял. А скажи, пожалуйста, что ты делал в 12 лет?
ел песок, как все мы. Ну как? Я тоже боюсь вспомнить. Моя мама говорила, что я был очень самостоятельным. И у меня была куча интересов. Мы бегали по лесам. Я занимался вольной борьбой. Я занимался фотографированием, игрой в пинг-понг, на бильярде. Масса была интересных. Даже в хоккей я играл, на воротах стоял. В общем, было огромное количество занятий. Но ни творчества, ни работы не было. Да, но мы играли на дне рождения у моего друга. Вот так уже все, да? То есть... Не догонишь. Так, понятно, я тоже умею. Мы могли бы очень неплохо, кстати, сыграть. Ну, и что еще? Значит, и как вот у тебя, вот 12 лет ты занимался вот этим, а когда на тебя вообще снизошло то, что ты вообще актер с уникальным голосом? По голосу вообще никаких не было предпосылок. Абсолютно. Было только желание. Я часто рассказываю такие истории, хотя мне самому это чудесно и удивительно. Еще в детстве встаешь с утра или вечером, чистишь зубы. А в голове звучит, почему-то чаще всего звучало там Уолт Дисней представляет, или что-то в этом роде. И почему-то я все время изображал вот эти вот фразочки разными голосами вот этих дикторов, вот этих вот людей, которые... То есть потом персонажики какие-то. Я вот этот голос придумывал и дураковалял, в общем. Очень... Я никогда не мог подумать, что это станет моей жизнью в конечном итоге. Но в школе была театральная студия. Я в 5 классе сыграл Сальери. Ребята. 12 лет. Ну, да. Ага, вот она, точка эта самая. Кто что играл? Вот Михаил у нас в 12 лет сыграл Сальери. Да? Бедный Моцарт. Кстати, да. Я его там траванул. Да. Таки. Вот, то есть театральная студия была, потом уже чуть позже были и музыкальные занятия. Вообще, в принципе, тогда школьная жизнь у нас была насыщена чрезмерно просто. Это же постоянная была занятость. Я приходил домой лицом в подушку и все, до утра, как выключало меня. А потом опять. И было очень много разных занятий. Времени посидеть в мобильнике их тогда не было, но вот так, если гипотетически, просто не давали. Да в телевизоре некогда было сидеть. А ты в мобильнике сидишь? Да, бывает. Бывает? Ну-ну. Папа не согласен. Папа не согласен. У меня же компьютер есть. Да, он еще и в компьютере. Да, он чередует мобильник с компом. Мне тоже это хорошо знакомо. То есть я тоже папа дочери, поэтому я хорошо себе представляю, что такое чередование компьютера и телефона. Мне очень нравится, как молодое поколение сейчас ходит на свидания. То есть оба сидят в телефоне. Я не понимаю. Ну, ладно, это стариковское ворчание. Все, реклама, это самая, как скажем, стариковская пауза ended. Вот, так, все-таки, вот ты в морде в подушку. А как ты вот зубы чистил? Ну, а где вот этот момент, когда тебя все-таки тюк, и все? Ты же пел, ты токарь. Я на телевидении в Тихвине работал. Вот оно что еще. Я в эфире вел какую-то что-то, я уже сейчас не помню, давно дело было. Меня оттуда уволили с треском, потому что была совершенно смешнющая история. У меня тогда уже была группа, нам было лет по 18, наверное, уже. И мы играли танцы, проводили дискотеки на базе одного из ДК в городе Тихвин. Михаил, мы тоже проводили дискотеки. Все. Мы одной крови. Да. Вот. И получается так, что... а мы-то проводили их не от хорошей жизни. У нас была группа, у нас были свои песни. И нам сказал директор ДК: ребята, если вы не станете проводить дискотеки и играть танцы, мы вынуждены будем взять дублирующий состав. И мы такие: чё? 2 хозяина у одного аппарата? Не бывать этому. И, в общем, этим всем занялись. И начали зарабатывать деньги, кстати говоря, и не маленькие. И мы зарабатывали побольше, чем родители. Прилично. За 3 ночи дискотек и за всю вот эту историю. Короче, телевизор, записной эфир. Я, значит, там все... Уважаемые телезрители, у меня были серьги, там еще какие-то штуки-дрюки. Меня все заставляли снимать, прилично одеваться и все такое прочее. Я приезжал на запись. И однажды я приехал на эту запись с какого-то выездного концерта. Я думал, мне сейчас скажут Бадуна. Так, нет. На самом деле, вот с концерта. Это по-молодежному. Это по умолчанию. По умолчанию, хорошо. Вот. И получается так, что я приехал,
как бы все это вынул, все, мы снимали, а у оператора, который со мной работал, видимо, накануне тоже был не то его день рождения, не то чей-то. В общем, мы, когда там, значит, заканчивался... А теперь, дорогие телезрители, вы увидите что-то, мультфильмы про... А тогда уже Дисней вовсю стал приходить и так далее. Вот. И какая-то заставка шла, а звук продолжал писаться. И я... Всего доброго... Вас еще от них не стошнило. В общем, какую-то вот такую ерунду я начал говорить. Оператор стал хохотать. Все. Ну, хорошо. Ночь. Я просыпаюсь с утра. Еду куда-то в автобусе. Не помню куда уже. На учебу или куда-то. Захожу в автобус. Пытаюсь платить кондуктору. Тогда уже кондукторы были. Она такая: звезды у нас бесплатно ездят. Вот оно. Вот этот момент. И что-то меня дернуло. Я после учебы приехал на работу на телевидение, и мне сказали: Миха, ты уволен. Я: в смысле? Сказали: ну, Елена... Я не помню сейчас, как звали директрису. В общем, мне в один день просто, оказывается, видео шло. И после того, как мы записали основной текст, картиночка пришла. То есть все, изображение кончилось какой-то заставкой, а звук шел записанный, который мы с ним там нахохмили, чего-то там нашутили. И все это, в общем, слышал весь город, который тогда очень активно смотрел это тихвинское телевидение, потому что, в общем-то, программа-то была раз-два и обчелся. Так, вот так вот Михаил стал звездой. Слушай, а у тебя был звездный момент, вот когда ты проснулся, а тебе в интернете там написали: ну что, все, звезды ездят бесплатно? Да нет, пока такого момента не было. А твой голос не узнают там, типа, еще пока там одна? Или ты специально его меняешь, чтобы его... Расскажи, как в Дагестане от гаишников спас тебя Коржик. Вернее, не тебя, а того, кто был за рулем в машине. Мы ехали с моей мамой. Ну, там мама немного нарушила правила дорожного движения. Нас остановили. Выходит мама, я сижу в машине. Она, ну, то есть разговаривает, ну, вот от моих глаз. Я сижу, вот слышу, ну, вот просто такой вот шум, как бы, просто, да, непонятно, что говорят. Тут резко открывается дверь, мама меня за руку выдергивает из машины, говорит: давай, быстрей, говори. Коржиком. Да. Ну, снимает, и гаишники стоят. Ну, я записал привет для их детей, получается. У них еще имена сложные были. Я раза 3, наверное, пытался их выговорить. 3-го дубля. Да. Я записал с 3-го дубля дагестанские имена. Здравствуй, Хаджи Мугамед. Еще с отчеством вообще пипец. Там... Не в обиду моим дагестанским подписчикам, просто, ну, это реально сложно. 3 ребенка там было. Ох ты. Скороговорка такая. И получается, и все, и штраф не взяли? Ну, мы, получается, вот записали. Как я потом узнал, мама сказала гаишникам, что у вас есть дети? Они ответили: да, есть. Вот. Она сказала: у меня вот сын Коржик озвучивал, давайте вот быстренько запишем вам, пожалуйста, и вы нас вот отпустите. Они сказали: ладно, давайте. Ну вот так вот и произошло. Миша, а тебе не приходилось? Вот ты на автобусе, понимаешь, бесплатно катался. Да, было сын дело. Маму от штрафа отмазал. То есть у вас... А вот у тебя таких историй узнавания еще нет больше, а? Да неоднократно, и это меня совершенно удивляет и радует. Да, вообще? однажды мы были на Алтае и взяли на квадроциклах, вот, прокатку на квадроциклах. И, значит, что-то мы гоним, а там же вот эти вот обмыльные горы такие, все так хорошо вроде, ну, и когда издалека смотришь. А на самом деле дороги эти, в общем, достаточно такие жесткие. И когда ты проезжаешь где-то полчаса там до какого-то места, где можно перекурить, что называется, остановиться, отдохнуть, а там очки, значит, вот эти вот все... И ты снимаешь очки или маску, и у тебя вот такая монобровь там, все, ну, то есть грязь везде, и такие, вот. И девчонки побежали, естественно, фотографироваться. Я такой вышел из-за руля, значит, этого квадроцикла, подхожу, а с нами был, естественно, человек, который нас вел, гид вот этот вот квадроцикловый. Парень молодой, такой весь такой накачанный, такой все. И он: скажите, а вы не озвучивали мультфильм «Тайна Коко»? Я обалдел просто. Я такой: слышь, а почему ты так? Ну,
что ни слова, то прям у меня не забывай. Вот это все, говорит, в голове звучит. Я обалдел просто. Реально, то есть, действительно, я такой, ну да, я А вот... ты смотришь, он весь накачанный, какой тайный куку. Да. А он мне говорит, мультфильм просто космический, я его раз 6 смотрел. Ну, в общем, такая. И были неоднократно. В Питере, допустим, сидишь, где-нибудь ешь, никого не трогаешь, там в центре, и вдруг проходит парочка, и парень отделяется. Так, это вы Михаил Хрусталев? Я, да. Или на пешеходном переходе, там все, спасибо вам большое. Да. Один на пешеходном переходе, прямо вот мы столкнулись, он шел с одной стороны улицы, а я с другой стороны улицы. И он посередине меня, то есть зеленый свет тоже кончается, а я такой, братан, давай хоть куда-нибудь, можно с вами сфотографироваться, что-то такое. Ну, в общем, бывали разные случаи. На середине Невского проспекта переход напротив, если кто помнит, Московского вокзала, там погибнуть можно. То есть, ну, я так думаю, это там был, да? То есть, паника, нервы. Чуть в стороне, напротив кинотеатра, около метро Маяковская. В литературном кафе. В литературном кафе, да, мы пошли. А что было в литературном кафе? Вот, ну, мне папа решил показать вот кафе такое. Где отравился знаменитое. Чайковский и откуда на дуэль поехал Пушкин. Вот. Ну, мы сидели там, кушали, уже собирались уходить, как бы. Подходит к папе женщина, спрашивает, извините, ну, это вы, Михаил Хрусталев? Там, я там знаю ваши работы, все дела. Но я тоже обалдел. У меня вот это вопрос. То есть, Михаил, вы, как нормальный питерский родитель, показываете сыну, откуда Пушкин поехал на дуэль, где был Чайковский, да, то есть это, ну, то есть это нормально. То есть это мы идем правильной дорогой все, то есть показывая, откуда Пушкин поехал на дуэль. Сынок, какое мы сегодня кино смотрели перед тем, как сюда выехать? «Гусарская баллада». С Яковлевым. Вопрос насмотренности. Обращаюсь ко всему молодому поколению, пожалуйста. Илья не даст соврать. Это интересное, прикольное кино. Его стоит смотреть хотя бы для того, чтобы разговаривать с нами, когда мы будем старенькие, правда? Да. Кино о человеческом и по-человечески сделанное. Это же про жизнь все. Даже если это стихи и музыка. Ну, я не знаю, не буду занудничать, простите, но... Об этом говорить смысла, по-моему, нет. Хотя, может быть, и есть. Потому что чужой опыт, в общем, иногда помогает. Слушайте, Михаил, музыка опять. А вот все-таки как случился-то вот этот джингл, который внезапно из человека, который пел, танцевал, еще что-то, вдруг сделал звезду питерского радио? Интрига-то у нас, я вот пока не понимаю. Удивительная история, кстати, для меня самого. То есть я учился себе, никого не трогал в Институте культуры, который сейчас называется университетом, Петербургский университет культуры и искусств, по-моему, имени Крупской он раньше назывался. Вот. На эстрадном отделении у Виктора Михайловича Лебедева, композитора, который сочинил «Гардемарин», музыку для «Гардемаринов», «Небесные ласточки», за которую еще премию получил от Брежнева, прости господи, вот и так далее. И он мне много раз рассказывал эту историю, когда Брежнев на банкете по поводу всякого вот этого вручения премии, значит, я понимаю... Там он снял-то, а ты что там делал? Я музыку написал, Леонид Ильич. Ага. Ну вот тот снимал, а ты-то что делал? Ну, то есть, как бы вот... Вот, в общем, я учился, никого не трогал. А нас брали уже тогда на курс, потому что, когда я поступал в 97-м году, больше 70 человек на 2 места было. Сколько? Больше 70 человек на 2 места был конкурс, потому что это был бюджетный курс, на котором еще и стипендию платили. Ты имеешь в виду в 97-м? Да, в 97-м году. То есть тебе уже было к тому моменту... 25. 25. Да, и Ты закончил... в армии не служил, да? Нет, я... Я думал... ну, то есть, немножко... У меня кафедра была, и сборы были. Нет, я просто сам позднего старта такой, поэтому мне приятно слышать, что 25 начать, как говорится, никогда не поздно, да? То есть, есть возможность молодость прожить ярко, а потом в 25 лет вот взять и поступить. Я слышал, что Клэптон тоже достаточно поздно начал на гитаре играть. Хотя... Клэптон, да. Вот. И получается так, что уже на излете 4-й, 5-й курс это был, я не знаю, а поскольку нас брали на бюджет уже готовыми артистами, по сути, потому что нас использовали во всех концертах, во всех халтурах, каких-то еще вещах, то есть, как бы я в БКЗ там на фестивалях «Виват Кино России» там распевал «Ведь не вешать нос, гардемарины», и там все, и потом мне рассказывали, как ты так махал руками, что Михаила Сергеевича Боярского просто не выпустил на передний план.
Ну, что-то в этом роде. Вот, там, в Макхратьян, там, ну, то есть, было весело, очень весело. И, значит, вся эта веселая история приводит к тому, что одна из педагогов по вокалу звонит мне и говорит: Миша, у нас приедет человек с радио, будут выбирать вокалиста для того, чтобы спеть пакет джинглов. А пакет джинглов – это достаточно объемная работа, то есть, это все те джинглы, которые в течение суток крутятся в радиоэфире, оповещая слушателей о том, какое они радио на какой частоте слушают, и все это облечено в такую музыкально-информационную форму. Там радиохит там или что-нибудь в этом роде. Ну, все знают прекрасно. Вот. Я тогда об этом знал не очень уверенно. Ну, думаю, ну ладно, давайте. Вот. И мы приехали на радиостанцию. Для меня это был шок, потому что, ё-моё, первый раз. Это как сейчас, наверное, люди, которые говорят, ну, типа, вот на радио бы... А я им всем говорю: ребята, рутина, жесткая рутина, и это все, ну, это иллюзия. Это все равно, что про какую-нибудь Америку или про что-то мечтать, находясь здесь, а приехав туда и оставшись жить на постоянку, ты, в общем, получаешь немножко другой заряд эмоций. За Америку я это точно могу сказать, да, это действительно так. Вот, и получается так, что у нас стоит человек 15. В моей жизни, кстати говоря, много раз вот конкурс в институт, 70 с лишним человек на 2 места, вот этот конкурс на исполнение джинглов, конкурс на 13 злобных зрителей, там было больше 3000 человек, претендентов, да, на одно место. Это были отборочные и тут туры. Михаил тащит счастливые билеты. Жуть, да-да-да. Вот, и получается так, что я встаю в эту очередь, мы что-то там ха-ха-хи-хи, звукорежиссер в конце очереди сидит у клавиш, двигает креветками и записывает нас по очереди. Нужно спеть то-то, то-то, то-то. Ну, я так немножко ухо-то напряг, думаю, ага, подзапомнил, там все, думаю, надо, наверное, там накинуть еще пару мелодических идей на эту фразку. Там, ну, у меня с фантазией всегда было все в порядке. Вот. И я прихожу, к микрофону встаю и... Там, и, как всегда, на отдачу. У меня, когда рок-группа была своя, бывший певец, вокалист из группы «Бригадный подряд» все время говорил: Миха, зачем ты так работаешь? Людям пофиг. Я говорю: чувак, я для себя работаю. Мне это... Вот. Ну, и такая история получалась, что я это, видимо, очень ядрено и так от всей души так сделал, так прям на разрыв. Вот. И всю очередь разогнали и сказали: вас коммерческий директор ждет. Я пришел, сидит молодой прекрасный человек, симпатичный, и говорит: мы остановились на вашей кандидатуре, есть ли у вас аранжировщики, которые могут сделать нам вот эту вот задачу выполнить? Я сделаю, я сразу всем, человек 5, они выбирают одного. Аранжировщики сейчас будут. Да, я выбираю одну, ну я же из обоймы был, концертирующая история, все здесь. Вот, и получается так, что я одного из них выбирают. Я с ним... Ну, он делает аранжировки, мы с ним выдумываем, какие там мелодии и всякие разные аранжировочные нюансики должны присутствовать. И недели 2-3, наверное, мы чешем, делаем вот эти джинглы на Васильевском острове, в главном офисе «Радиохит» тогдашнем. Вот, и делаем пакет джинглов для «Радиохит» 96 FM. Сейчас, по-моему, она уже канула в лету, и сейчас по-другому называется. Вот. И так выходит, что нас оставляют в штате. То есть мы выполнили задачу, которая нам была делегирована, ее нам оплатили, и нас оставляют в штате. Его как звукорежиссера продакшена, а меня как поначалу просто человека, который, в общем-то, занимается записью рекламы и всяких разных попутных таких вот задач, которые текучка. Вот. А потом появляется идея дорожного радио. Сначала по «Радиохит» у меня какие-то начинаются оформительские истории, а потом появляется идея дорожного радио, и Людмила Стрельникова, тогдашний руководитель продакшн-отдела на «Радиохит», сказала: вы послушайте, такой интеллигентный петербургский вот это вот все, говорок, да, вот это все, вы понимаете, это и надо, чтобы все это отличалось, чтобы это не было фирменным каким-то, вот пусть это будет вот такое вот отличающееся от всех. А я сейчас слушаю тех лет записи, а там вот такое прям юношеское что-то. Вот. Я думаю, нифига себе взяли меня так рискованно. Мне даже Кирилл Сорокин, нынешний программный директор дорожного радио, говорит: капец, вот это да, ты тогда звучал так по-детски, и все равно как бы взяли. Вот. Ну и получается так, что вот я до сих пор на дорожном радио и работаешь. Да. Скажи, пожалуйста, а у сына сына есть петербургский вот этот говорок? Режиссер бы вот ваш, тот, который тебя брал, да. Он
Или это современный петербургский говор уже у них? Потому что я много слышал про петербургский говорок. Они даже в метро учимся говорить грамотно по-петербургски. Там, как это, подлон вместо водолазка, поребрик, там у них свой язык. А кроме того, вот этот петербургский говорок, он есть вообще? Он сохранился или это вымирающая какая-то штука? Я с студентами много в Питере общался. Я работал на 2 города. Ну, вот мне вот это твое мнение интересно. Как вот человека... Честно говоря, это, видимо, это когда вот... живешь в каком-то красивом месте и в какой-то момент не очень понимаешь, что... Ну, вот в рутине, в работе, в каких-то бегах не понимаешь, что в такой красоте живешь. Хотя я сейчас заставляю себя на это обращать внимание и в Петербурге, и в деревне у себя, когда нюансы. В общем, я о том, что, может быть, я не обращал на это внимания и стоит себя заставить. Заставь. А у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот папа сказал, что когда он первый раз... Ну, вот это попадание первый раз в студию, вот вся эта... У тебя какие были эмоции? Вот ты первый раз, там, ты в 4 года вообще в первый раз попал в студию. Ты как это вот, бау, все, это круто? Или как ты вообще это воспринял-то? Ну, честно, я не очень помню. Но вот из того, что помню, я пришел первый раз, получается, на студию записывать пробу для 3 котов. Вот. Был конкурс там? Ну, вот я Скорее не видел... всего, был. Да, скорее всего, был. Я не видел других участников. Ну, в общем, я один был в то время на студии. Я не знаю, ну, вот такого вот прям удивления у меня не было. Но вот был такой мандраж, вот, наверное. А что за мандраж? Чего ты боялся? Микрофона или текста? Нет, в предвкушении просто... А, предвкушение? Ну, да. Ну, ты же 3 года отработал вообще, вот 3 сезона отработал, да, на этом самом Коржиком? По-моему, даже больше было. Скажи, пожалуйста, это, по сути дела, вот все твои предшкольные годы. А ты уже под конец стал таким этим, ну, типа, там, мне 7 лет, я 3-й сезон работаю Коржиком, то есть уже не было вот этого мандража, или он вот это предвкушение всегда сохранялось? Да нет, мы уже там общались почти как друзья, получается. Ну, А с кем общались? Ну, с звукорежиссером, с вторым звукорежиссером. Вот. Ну, почти Расскажи про Диму уже. Высоцкого, про Стасика Глушинского. Это же Вот. люди, с которыми ты общался да, с такого очень маленького возраста. хорошие люди. Ну, расскажи нам хоть вот об этих людях, потому что там 1-й, 2-й звукорежиссер, там, ну, они же, вот, Михаил сказал, что это интереснейшие люди. Чего у тебя, какие у тебя впечатления об этом были? Ну, вот Дима Высоцкий абсолютно приятный человек. Он, кстати, озвучивал коня Юлия в 3 богатырях во всех. Ну, он с Бронзитом. Коню Юлию привет. Они вместе учились с Бронзитом и так далее. Ну, это такая старая такая школа, гвардия. Вот. То есть ты у классиков, по сути дела, этого всего учился. Ну, тебе повезло. Так. Стась Глушинский тоже прекрасный человек, очень добрый, душевный. Вот. Что еще сказать? Ну, хороший человек, что... Ну, Они до сих пор общаются и приветы Да. друг другу передают. Был момент, когда Дима Высоцкий уехал в Израиль по какому-то делу, и мы с ним по видеосвязи... Дима, там же должны быть красивые монеты! Привези! У меня Илюха собирает. Так он привез полкармана. Шекелей? Ну, разных номиналов, с разными картиночками, там все. И вот Да. где-то лежит у До сих Илюхи. пор у меня Да. лежат в комнате. Он посчитал, конечно, всю сумму, сказал. Нет, ну это мы мы ничего не говорили. Этот момент вырезан точно не будет. Вот конь Юлии это обязывает. В конце концов, он вжился в роль Да, своего героя. Правильно? Мы все любим коня Юлия. А тебе приходилось вживаться в роль Коржика? Или у тебя, так скажем, на чистом таланте это получилось? Как сейчас говорят, проработай роль. Было это? Нет, не было. У меня, ну, получается, я как-то вот у меня сразу, вот когда только я пришел, у меня сразу было такое ощущение, что как будто бы его делали вот прям под меня. Ну вот сразу как-то влился, вот мы в одно целое как-то с ним влились, вот, и началась работа. Тогда вопрос с подковыркой. Скажи, пожалуйста, а ты уверен, что в дальнейшем вообще ты хочешь в дальнейшем этим заниматься? И сможешь ли ты подстраиваться под бесконечное количество ролей, которые тебе, возможно, придется играть или озвучивать? Ну, начнем с первого вопроса. Ты хочешь остаться в этой профессии? Вообще, да, я планирую в целом вот пойти по стопам отца. Не наступи только мне на пятки.
Вот, да, папа боится, Вот. но тем не менее, ты можешь пойти немножко другим путем. То есть ты больше можешь играть в кадре. Ну, неважно, это уже будем держать, как говорится, fingers crossed. Мгм. Вот. Ну, у меня вот вообще, наверное, сейчас вот недавно я это для себя вообще окончательно решил, что я хочу этим заниматься. Вот. Сейчас я, ну, работаю как бы над речью, над дикцией, стараюсь. Тогда у меня еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, а мама, как она? Вот я вижу, что папа просто, вот что называется, поддержит тебя всей душой. Мама, она как относится вот к этому твоему, ну, скажем так, хобби, увлечению, призванию? Я даже не знаю, как это сказать. Про призвание мы заговорим, думаю, через годик. А вот как мама к этому относится? Мама совершенно спокойно относится, она меня даже поддерживает. Вот буквально недели 3, наверное, назад, когда я решил, что я хочу этим заниматься окончательно уже. То есть в этом году, 3 недели назад, Илья решил, что он хочет этим заниматься окончательно. То есть мы с вами присутствуем в исторический момент. Так, рождение актера. Вот, я сказал об этом маме, мама меня поддержала, сказала, все, давай, молодец. Ну, то есть я в целом, ну, я изначально хотела этим заниматься, но вот вечером в час ночи Ну да, я был удивлен. думал, Он вас разбудил ну, или как решил, это выглядело? что- То есть Илья пришел, В общем, Ага, почти мама, что так оно и я было. хочу, сынок, Я в это время в Петербурге был, а не в Москве. И я же мотаюсь туда-сюда. И в этот момент я уже засыпал, потому что мне рано вставать, и все, и вдруг... Брум! Я, опа! Здравствуйте. Сейчас позвоню. Ты чего там? Что за фантазии, сынок? Вот, мама сразу же предложила записать, ну, демку, чтобы заслать по студиям, чтобы было как бы... слушай, Ну, мы на будем что следить посмотреть. за тем, как ты... Понимаешь, мне больше всего во всей этой истории, знаете, что нравится? Дело в том, что актер озвучания – это вообще такая профессия, которая, в отличие от обычного актера, семейные связи здесь не так много значат, потому что всегда требуется типичный голос. Ты не можешь взять чисто красотой или еще чем-то. Ты должен вот этим своим инструментом работать, что называется, на всю катушку. Миш, я прав? Да, но голос развивается, тембр пользования аппаратом, в принципе. Но самое-то главное, это внешность действительно не играет роли. Играет роль ход мысли. Ход мысли, ее глубина, реакция, масса, жизненный опыт, его анализ и умение воспринять очень быстро персонажа, которого ты делаешь, максимальная скорость реакции осознания. Это вот основная штука, потому что голос и все остальные технические штучки, это... Да, согласен, существует нюанс при выборе режиссером, кем угодно для подходит, не подходит, но есть люди, у которых хорошо работает голова, и которые могут звучать практически в любое лицо. Ну, я про проработку роли, я знаю, что вот продюсер этого на моего телеграм-канала Елена Конотопова писал с Алексеем Алексеевичем Борзуновым. И вот он, во-первых, при ней отыгрывал 9 характерных ролей сразу. Ну, и как она сказала, ей самой пришлось вживаться в роль коровы Эрмитрюд. Это был такой музыкальный мюзикл. Ну, вот это вот пришлось делать прямо вот пришел. А вообще, видят актеры текст перед тем, как записывать? Или чаще всего вот что принесли, так это... Текст нет, это тоже один из нюансов, который очень важен. Каждый, иногда делаешь сериал, и на нем меняются переводчики в ходе дела, ну, в ходе работы. И это, я не знаю, насколько отражается смена режиссеров, потому что режиссеры тоже меняются часто в сериалах, если это длинные какие-то многосезонные вещи. Замена переводчика чувствуется сразу, максимально четко, и ты... какое-то время к этому немножко привыкаешь. То есть вот это вот момент адаптации. И текст... Но здесь, Миша, я бы хотел сделать небольшую, как бы, считайте это рекламной паузой. Дело в том, что наша школа аудиовизуального перевода, она как раз нацелена на то, чтобы готовить переводчиков так, чтобы ни Михаил, ни Илья, ни их коллеги не чувствовали, что сменился переводчик. То есть мы выстраиваем работу так, чтобы наши переводчики мыслили одинаково. Ну, давайте продолжим. Нет, перевод это максимально, потому что
что такое перевод кино? Это же не просто перевод текста с одного языка на другой. Это же адаптация той речи, той стилистики, особенно в дубляже, допустим. Вот с Севой Кузнецовым мы делали на Мосфильме не так давно. Я сделал Тома Хэнкса в новом фильме Земекиса, и он там играет себя от 18 до 80 лет. И текст, который был, ну, это очень хорошая работа. Это работа прямо такая по классическому уровню. Работа, за которую актер себя будет уважать. Да, не надо ничего было. То есть какие-то придумки, редактура по ходу и всякие разные вот эти нюансы рабочие, которые... в общем, на процессе ничего не отражалось. И было, во-первых, мало этих вещей. А во-вторых, все это было настолько органично, и нюансы касались именно, может быть, лица, может быть, каких-то вещей по характеру, либо по смыслу диалога. То есть там нюансы были совершенно небольшие. Приятно было работать. И это было очень классно. Джанго мы делали вот с Севой тоже Кузнецовым. Вообще, конечно, режиссеры, переводчики... Озвучивание, дубляж, адаптация, как это называется, локализация. Да. Локализация – это действительно процесс, в котором заняты огромное количество людей, и перевод – это, я не знаю, 80, если не больше, процентов успеха дальнейших этапов. Я вот сижу, у меня такой бальзам на душу. Я это старался, пробовал доказать в своей работе всю свою биографию, всю свою карьеру. Сейчас пришел искусственный интеллект, который успешно гадит в головы. Перевод и в голос. Слушай, головы гадит. Вот он в головы гадит. А почему? Вот скажи, пожалуйста, тебе приходилось работать с переводами фильмов, выполненными искусственным интеллектом, а? Ну, как бы их мы не пользовались, говорят они мне. А когда ты видишь, что каждое «соу» переведено как «ну», или каждое там, я не знаю, закрыто «таком», или... Ну, в общем, это прочитывается. Максимально, что делают иногда, это редактура, которая к кино не имеет никакого отношения. Я так хочу сказать, мне можно в моем канале употреблять это самое. Это называется чистка говенных диалоговых листов, говенных субтитров. Это то, чем нам тоже приходится заниматься. К нам приходят заказчики и говорят, ну мы типа, знаете, это как чувствуешь себя как венеролог. Приходит заказчик, который это самое говорит, нет, у меня никаких связей не было. Откуда, извините, у вас триппер тогда взялся вот этот вот? Это надо лечить. И вот Михаил тоже это видит, эти все отметочки, пометочки, симптомы. Да. И что касается вот этого искусственного интеллекта, ну, это... Мы говорим о кино. Кино – это про людей, для людей, разные истории, неважно... А здесь-то идет копирка, здесь-то идет абсолютное сравнивание и нивелировка. То есть... И люди не отличаются друг от друга, как бы они ни выглядели и как бы они ни разговаривали в кадре, будучи снятые живьем. По переводу их речь не... И ты начинаешь париться, как характером это отработать, и это все равно получается плохо чаще всего. Потому что, отсутствует нюансировка, отсутствует характерность, отсутствует масса деталей, которые делают человека человеком на экране, в которого ты должен въехать, вжиться, и за которого вы, зрители, будете воспринимать, когда будете смотреть кино. Я не знаю, читать субтитры – это классная штука, когда субтитры неплохие, да? Когда есть очень четкое и постоянное, вернее, 100% восприятие оригинального трека, голосового, персонажного. Но мы-то говорим об адаптации. Мы-то говорим об адаптации не только текстовой, мы говорим об адаптации характера. Ну и тембр, все вот это вот, как бы весь этот комплекс, который возникает в голове у тебя, когда ты работаешь. И этот комплекс ты транслируешь уже в запись, и эту запись вы уже получаете как полноценный продукт, простите за такое дурацкое слово, но это целостность характера каждого персонажа. Из этого складывается жизненная история, о которой снято кино. Да, потому что кино, оно не про искусственный интеллект, оно не про слова, оно про истории. Слушай, Илья, а вот тебе предстоит, вот мы с этим столкнулись, что называется,
уже будучи зрелыми специалистами, выросшими в другое время, когда все делалось руками, все делалось людьми. А тебе, извиняюсь, вот ты принял 3 недели назад решение стать актером. Ты реально понимаешь, что тебе предстоит вырасти как профессионалу в мире, где будет вот этот вот, ну, не знаю насчет актеров, будут ли за актеров что-то озвучивать искусственный интеллект, но тебе будут постоянно приносить вот это дерьмо, которое тебе придется читать, тексты, которые будет писать чат GPT, ты будешь в изумлении стоять в кадре, кто это писал, автора нет. Вот ты как вообще, вот ты задумывался об этом? Ну, так, если сказать, то не очень, но сейчас же уже нейросети озвучивают фильмы. Ну, озвучка, честно сказать. Фильмы или маленькие ролики? Ролики, да. Вот. Ролики, это большая разница. Но, как бы, фильмы, мне кажется, тоже скоро ты готов планируют воевать начать. с искусственным интеллектом или чистить за ним вот это все его выделение, которое он будет? Это сам? Ты вообще готов к этой роли? Или ты готовишься быть самостоятельным творцом? Наверное, и то, и то. Я вот... То есть ты реалист? Ты хочешь сказать, что ты редко... Но это же правильно. Ну, но вообще это редкое качество реальность. в этом возрасте быть реалистом. То есть, когда человек такого возраста говорит и то, я от более старших коллег вообще, честно говоря, не часто слышал такую фразу. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты абсолютно спокоен на предмет того, что да, придется, вот будет... А ты готов к тому, что если ты станешь известным, твой голос клонируют, и ты будешь не нужен как диктор? Ну вот, про себя не могу говорить, но я уверен, что вот, например, папу моего нейросети не заметят. Ну вот, никак вообще. Можно историю одну? Пробовали заменять? Ну давай. Возможно. Да у меня, я как-то в прошлом году, в позапрошлом, Антохе Виноградову, голосу Пятого канала, голосу Кроша, прости господи, из «Смешариков» и все такое, звоню. Да, я в хорошем смысле. И я, значит, что-то где-то, какой-то ролик, я слышу знакомый голос, незнакомые интонации. Я смотрю, вникаю, а там какая-то история, рассказываемая голосом Антоши Виноградова, а как бы говорит-то не он, я это слышу, и я ему звоню. Антоха, ты такой ролик видел? Сейчас тебе пришлю. Он мне, вот, я их найду. Я говорю, где ж ты их найдешь? Ну и так далее и тому подобное. То есть какая-то была такая история. Но не далее, как пару недель назад, что-то где-то опять на «Смешариках» я пишу, что-то, бац, звонят с Ленфильма, знакомый один, старый знакомый, Миха, люди сделали в целях экономии и видео искусственным интеллектом, и озвучили искусственным интеллектом. Значит, речь идет о социалке, там какие-то что-то, ну какая-то такая, не буду даже говорить этих слов. Но когда показали заказчику, он сказал, что за говно звучит? Простите. То есть, это что такое вообще? И он мне, у нас срок вчера. Просто капец. Я говорю, надо было звонить позавчера, чуваки. Ну, то есть, как бы... Если... Ну, я продиктую вам номер своего банковского. Почти так я ему и сказал. 3 цены, чувак, говорю. Короче, в общем, прислали. Я им за 5 минут сделал... Там речь шла о паре-тройке фраз молодых людей, которые диаложат. Значит, все. Я им за 5-10 минут накидал 5-7 дублей в программе, значит, все. И скинул. Он мне через 10 минут написал... Чувак, просто офигенно, все, класс, все встало как надо, как влитое. Я говорю, ну, как бы я, в общем-то, давно этим занимаюсь. Вот, все, перечислили деньги. То есть, вот такая история. Люди сделали в целях экономии, сэкономив какие-то смешные деньги, но при этом заказчик-то, видимо, тоже старой школы. Что за фигня звучит, спросил он. Вот вопрос о заказчиках старой школы. Сейчас у нас идет попытка наших айтишников воспитать новое поколение заказчиков. Вот как раз поколение Ильи, которым будет абсолютно пофиг, человек ли это озвучивал или искусственный интеллект. Поэтому давайте, что называется, призываем всех заказчиков, я это призываю от лица обоих моих коллег, чтобы давайте будем все-таки относиться к этому как к старой школе, и нам совершенно не пофиг, человек это все делает или робот. Просто я думаю, что здесь относительно старая или новая школа, здесь это даже не школа, это же, я не знаю, тенденция, мода вряд ли, но это технологическое новшество, так скажем, да? Но, блин, нельзя отнести
сферу психиатрии, чувствования, проживания, переживания, эмпатии и всего остального к сфере технологических новшеств. Разве нет? То есть мы-то занимаемся жизнью, и тексты, переводы, озвучивание, звучание. Я делаю массу материалов для Росавтодора, для МЧС, для каких-то еще вещей. И люди, ничего себе, до слез, до слез. Искусственный интеллект сможет, оценит термин, блин, чувак, ну до слез. Ну, я не знаю, прости, искусственный интеллект, что я тебя чуваком называю, но как бы... Понятно, о чем идет речь, да? Сможет искусственный интеллект выбить из человека слезу? И на чем это будет основано? Ну, это как бы такой утрированный пример, крупный удар, так скажем. Вот. Надеюсь, все поняли, о чем я говорю. Да, ну, только у меня к Илье тогда вопрос. А вот ты, Михаил сейчас сказал, а сможет ли искусственный интеллект выбить из человека слезу? Чего вы, молодые, по этому поводу считаете? Вы же наверняка переписываетесь в эту тему, обсуждаете в чатах и так далее. Нас всегда интересует старшее поколение, что вы там пишете-то на этот счет, потому что это будут ваши мысли, потому что, например, у нашего поколения есть искреннее убеждение, что, например, там некоторые озвучки сделаны вот так, вот это прям классика, а всего лишь мы эти озвучки слушали, когда мы были в таком же возрасте. Вот что вы думаете, сможет ли он выбить слезу? Я лично считаю, что нет. Ну, как сказать, у него нету своего мозга, по сути. Я не знаю, как это У него сказать. миллион чужих мозгов, которые учили его вычислять. Но своего нету. Нету какого-то, я не знаю, эмоций. То есть у него нет, говоря таким научным языком, у него нет субъектности, и он, насчет чувака, очень хорошо ты сказал, что, извини, братан, мы не знаем, называем ли мы тебя чуваком, но ты точно не чувак, у тебя есть куча чужих мозгов, но ты нас не видишь, и ты с нами ничего не сделаешь. Ну, да. Да ребята, жизнь и искусственный интеллект. Я вас умоляю, можно историю одну, коротенькую буквально? Да, конечно, можно любую историю. Я отличаюсь какой-то способностью, может быть, я тяну на себя одеяло, но все равно буду это делать. Короче, штука в том, что в любые какие-то серьезные, будь то пандемия, будь то переворот в Киеве в свое время, будь то военная операция в Грузии, в Осетии, когда, то есть в эти какие 11 сентября в Америке. Мне всегда в эти времена удается каким-то образом выцепить какую-то информацию. У нас же сейчас как журналисты работают? Лишь бы закрыть материал, лишь бы бабло получить. Никто не занимается, так скажем, проверкой информации, ответственность ушла, за которую раньше карали. Короче, и мне эти штучки попадают. Однажды я был свидетелем какого-то репортажа о визите Возника, который создавал Apple вместе с... Как его, господи, прости, со Стивом Джобсом, да. Возник, уже такой грузный дядька, такой в возрасте, в кепке в своей, в этой такой, борода, тролливали. Где он был, я не помню. Не то Питерский университет, не то в Москве. И, значит, естественно, эти ошалелые совершенно программисты. Бог приехал, и там все, то и пипец, все там. Он сидит, на сцене, в своем этом... И там вопросы, все, движуха, какое-то общение, все. И вдруг журналист, оператор, я не знаю, кто там монтажом занимался, видимо, тот, кто выпускает. Фраза в монтаже от Возника. Странные мы люди. В общих чертах, в общем смысле. Странные мы люди. Еще свой мозг не познали, а уже искусственным интеллектом занимаемся. Мы очень странные люди. Я читал один переводческий блог, и там очень такая, девушка написала, я, говорит, не понимаю этого самоубийственного, суицидального желания большинства моих коллег-переводчиков создать себе конкурента, который их же и сожрет. Примерно то же самое. Видимо, и Возняк в этом плане абсолютно очень схожего, ведь нафига. Просто человек, который стоял у истоков, знает, что к чему, и знает, как это работает изначально, в принципе... Побиск Кузнецов, наш советский ученый, который стоял у истоков искусственного интеллекта еще в 80-х годах. Масса всяких разных серьезных специалистов говорили, что это, зло злее не бывает. Это жуткая история совершенно, которая будет приводить к деградации, к самоубийству, по сути, всего, что называется человеческим
человеческими ценностями во всех смыслах, во всем объеме понятий. А у меня тогда вопрос. Давай вот от этой инфернальной, хтонической вообще жути отойдем. У меня будет веселый вопрос. Тебе приходилось озвучивать комедии? Вот реально такие, чтобы вот смешно-смешно, чтобы тебя просили работать на... Смех же это классическая человеческая эмоция, которую никогда никто не подделает. Вот тебе приходилось работать комедией. Я потому что прямо ощущаю, что ты блестяще работаешь драматические роли. Вот роль Тома Хэнкса с 18 до 88 восторг. Я причем тебя как переводчик понимаю, это вкусняха. А комедии, вот я очень люблю переводить комедии. Потому что, я немножко знаю, как делаются гэги, как делается много чего. Вот скажи, пожалуйста, а ты как к этому относишься? Я прекрасно отношусь к комедиям, опять же, если хороший перевод. Так иногда, говорят, актеры дотягивают шутки в студии, нет? Натягивают? Дотягивают, бывает. Паузами такими. Честно сказать, бывали времена на Неве, вот когда мы делали еще первую суперсемейку, мы, на основе шутки, которую сделал переводчик, редактор, укладчик, мы выдумывали свою втроем. Режиссер, я и человек, который курировал на тот момент. А почему? Потому что не смешно было? Просто? Потому что были моменты, которые, хотелось усугубить немножко. А шутка была просто шутка. И поэтому предложение было такое, как бы собрать из разных шуток русского языка некую конструкцию, которая будет эмоционально окрашена так, но при этом непонятно будет, и этим будет и смешная, и не смешная. То есть вот такой вот конструкт такой как бы был сделан, что типа там у вас там сейчас волосы из орбит полезут и что-то такое. Какая-то такая сентенция, которая была в первую очередь на информационно-эмоциональную такую историю направлена. Вот. А вы помните, мультфильм был китайская принцесса-то, которая там, или девочка... Диснеевский-то? Да. Кухарешин там маленького дракона. Мулан! Это чума, когда там все... Никто не вспомнил. Ты кто? Ты не сразу вспомнил, да? И я не вспомнил. Этот дракончик с крыши свисает, испуганный охранник, который пытался стрелять в нападавших, а его надо было выключить. Ты кто? Дракон в пальто! Тоже были разные. Короче, комедиям. Комедии, естественно, много текста, много... различных нюансов и тонкостей. Это отражается в переводе, это отражается в ходе всей работы. Вся нюансировка, вся динамика очень в мелкую превращается. У меня есть примеры, которые... в общем, мне очень нравятся комедии. Это зависит от перевода, это зависит от многих вещей, которые происходят на экране. И, естественно, понимание того, что происходит. Потому что эрудиция очень важна для этого. Опять же, потому что люди шутят в разных странах над разным. Да. А вот у меня, кстати, по этому вопрос к Илье. Слушай, пожалуйста, аниме невероятно серьезная штука. Я вот слушал иногда, что там моя дочь смотрит. Так... Просто да, очень серьезно. А вообще, как ты же озвучивал аниме? Там приходилось шутить, там еще что-то. У вас свои шутки? Или как вы вообще с этим совсем справляетесь? Или просто Да нет, да там в целом такая достаточно грустная история. В целом в аниме обычно такие, не очень веселые истории там. Миш, ты понимаешь, что они вот такие грустные, потому что не смотрят аниме. Там все грустно. Так. Вот. У меня там, вот, например, в «Клинках Хранителя был мальчик такой маленький, жизнерадостный, веселый. Но при этом с серьезной тяжелой историей, я так понимаю. Но при этом, да, у него там отец убийца заказной. Вот. Папа-барапам-пу! Точка. Мальчик веселый. Мальчик веселый, да. Ты смог его сыграть в жизнерадостного мальчика, у которого отец заказной убийца? Да. Мне кажется, у меня нормально получилось. Это вообще такая проблема их поколения. Дело в том, что кто и чем из нас занимался, простите, вот в 90-е годы, кто как это самое, мы, как правило, предпочитаем об этом особо не распространяться. Нам есть чего. Мы в 90-е годы занимались очень хорошими вещами. Но просто вопрос заключается в том, что они веселые, жизнерадостные. Но есть страшные тайны, о которых мы предпочитаем не говорить. Да. Это такая новая, скажем так, фишечка
На самом деле я несколько раз задумывался, как им, вот, молодым ребятам, приходящим в эту профессию, насколько им придется... Ну, хотя это всегда бывает там, знаете, были актеры классической МХАТовской школы, кто мог подумать, что появится Ефремов, появится тот же Высоцкий. Слушай, вот ты как оцениваешь? Ты работаешь с молодыми, ну, не только с сыном, но наверняка с ребятами молодого поколения. Как они, как специалисты? Вот есть какая-то разница между нашим поколением? Я вижу молодых переводчиков. Я знаю, что разница есть. Мы стараемся ее нивелировать. А у вас как? Разница, естественно, есть, все люди разные, но... Я имею в виду именно поколенческая разница. Да. Я бываю на спектаклях у друзей, и у них есть... Мои друзья там 42-43 года, мне 52. И, собственно, у нас тоже есть разница какая-никакая, но у нас она меньше прослеживается, потому что ребята с серьезной базой, с серьезной школой, с серьезной классической... Ну, тут вопрос заключается в том, что у них поколение, выросшее на видео и на играх, а мы выросли на книге и на телевизоре. Вот. Да. И на вписании своей рукой. Так вот, но еще более младшее поколение, которым 30 плюс с небольшим, иногда, то есть у них бывают большие составы, и вот однажды мы что-то после спектакля поехали, все, и набились в машину, там в одну, в другую, в третью, вот, и с нами ехал один актер, который был введен в спектакль, по-моему, пару-тройку спектаклей назад, в эту постановку, и он сидел и грустил всю дорогу. А мы там хохочем, что-то там общаемся, вот, а он все, что-то, а у меня было что сказать ему, когда я смотрел, то есть, и не потому, что я хотел его поддержать, не потому, что, он реально задумался и думал всю дорогу, что не так. Это было видно, он где-то переигрывал, где-то не дожимал, где-то еще что-то такое. Вот, такой дисбалансик присутствовал. И я ему об этом прямо сказал. И он, да, я вот об этом и думаю. Вот желание. Желание и возможность думать, анализировать и делать выводы для себя. Вот это, я не скажу, что это поколенческая, опять же, разница. Он другого поколения. И я уверен, что от него недалеко ушли, как это, картинки с буквами? Да, мы поняли. О чем. Комиксы, да? Комиксы. Когда мне 35-летний актер, когда он мне говорит, я вырос на этом комиксе, у него там, короче, в углу висит, как икона, железный человек. Короче, и я такой, подожди секунду, ты смотрел «Республика Шкит»? Нет. Хорошо. «Весенние перевертыши»? Нет. То есть я уже как бы не могу ему других вопросов задавать. То есть ты знаешь, что такое Сергей Юрский? Нет, знаю. Угу. А фильмы не смотрел? Нет. И мечтаешь играть в кино? Да. Ну, то есть, это, мне кажется, да, скрипач, который, я не знаю, там, не слушал классическую музыку, когда учился играть на скрипке. Это из серии скрипач, который не учил сольфеджио. Конечно, гениальный Паганини, он, конечно, есть, это исключение, человек, который никогда не изучал грамоту. Да, там, Но надеяться, что выехать на одних природных способностях, без фундаментальной базы, без обучения, без чтения... скажем так, это не очень. Тогда у меня к Илье вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты работаешь над этой базой, скажем так? Ты понимаешь, что тебе, года 4 еще есть, у тебя хорошая фора, ты не будешь последний год обучения там срочно все делать, все то, о чем говорит папа. Ты сейчас ты сказал, что вы смотрели... Что вы там смотрели? «Гусарская баллада». «Гусарскую балладу». Но, в принципе, ты как будешь работать над этим? Ты думаешь вообще, вот как папа сказал, что я что-то делаю не так. Вот это желание изменить у тебя есть, внутреннее вот это. Когда принимал решение о том, что ты идешь в профессию, ты понимаешь, что ты будешь обречен на постоянное копание в самом себе? Да, я это понимаю. Я даже... были такие... записи, которые давались сложно в свое время. Например, мы записывали для Москвариума «Путь воды» выставка интерактивная. И я там одного персонажа озвучивал. Это был главный персонаж, который вел посетителей выставки через всю выставку от начала до конца. Там была достаточно сложная запись. Мы что-то часа 4 ее писали. Но там и текст тоже большой. Но и
сложно было записывать, в общем. Первый раз в таком формате я работал, когда просто ты вот говоришь и все. Не, ну говоришь, не говоришь, я тебе объяснял всю терминологию, я тебе ты объяснял присутствовал суть. на этой Да, записи? да, да. Да, администратор, ну как продюсер этой работы, она сказала, если б не ты, мы бы здесь парились до утра, наверное. Ну потому что, я говорю, ну естественно, с этим надо работать, это же не просто буквы, которые надо прочесть, это же... Да ладно. То есть это не только буквы, которые надо прочесть. Да? Не, вот сейчас приходится слушать, да что там переводить-то, эти слова переводите, предложения переводите, актер буквы читаете, это, это явно не так. То, что Михаил считает, что это не так, да, ты тоже так считаешь, у тебя сложность именно, выговори, что там, сложные слова были написаны или как? Надо было чего сделать, почему сложность-то была? В целом в интонации была сложность тоже. А откуда интонация бралась? Ну, в принципе. Интонация в плане. Чем отличается один дирижер от другого, классический, который руководит оркестром? И играют одну и ту же, допустим, какую-нибудь сюиту или там произведение автора одного? Не знаю, возможно, амплитуда движений. То есть посыл как бы. От дирижеров. Смотри, классическая музыка, да, ленивый ее не переиграл из профессиональных консерваторских музыкантов, но тем не менее есть как бы Караян, есть и другие дирижеры, да, там какие-то вот знаковые фигуры. Чем отличается? Люди играют одни и те же ноты. В одном и том же... Это одни и те же ноты. Но при этом характер, ритмы... Посыл. Это не посыл, это характер, это... то эмоционально-энергетическое, психическое нечто, что воспринимает зал. И в этом зале, который сидит в большом зале филармонии, в консерватории, где угодно, в Александринке, в Мариинке, эти люди, каждый по-разному, из них может 50% не любить этого дирижера почему-то, а 50% любить почему-то. То есть тебя 50% будет хейтить. Откуда? Точно. Да, это стопудов, потому что далеко все одни и те же буквы. Жизнь в них разная, мысль в них разная. Поэтому интонации берутся от мысли. Разве нет? Мысли, которую ты должен транслировать, а эта трансляция и формирование твоей мысли, откуда он берется? Из твоих познаний, из твоего опыта, из того, о чем говорили, как ты собираешься свою базу. Но надо отдать должное, он с детства очень подкован в этом. Я имею в виду, что классическое кино пересмотрено, какие-то мультфильмы. То есть тебя как бы на инстинктивном уровне. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты реально понимаешь, что чтобы делать чужие характеры, нужно в себе воспитать сильный характер, иначе ты просто ухнешься в своего героя и на всю жизнь останешься актером одной роли. Получилось у меня. То есть ты понимаешь, что тебе предстоит воспитывать. Я уверен, что это уже происходит, но предстоит для того, чтобы играть чужих людей, быть сильным внутри. Да, я тоже вот сейчас работаю над этим, то есть пытаюсь что-то сделать, ищу как бы способы, как научиться это делать. То есть сформировать самого себя. То есть ты понимаешь, что у него собственный путь, потому что тебе вот то, что ты смог так перевоплощаться, во многом это еще и твоя биография. Мы выживали как могли. Да. Скажем так, вы, супруга, заботливые родители, то есть вы будете ему соломку подстилать? Или пусть сам шишки набивает? Илья, сколько раз я тебе за последние 2-3 года говорил, что твою жизнь за тебя никто не проживет? Много. Ну что, дорогие коллеги, у нас с вами совершенно фантастически получился подкаст. Я хочу поблагодарить и Михаила. Спасибо большое. И Илью. Спасибо. Давайте, что называется, пожелаем, во-первых, Михаилу от лица всех слушателей и читателей нашего канала невероятных творческих успехов. А Илье мы знаем, что 3 недели назад он принял решение быть в профессии. Давайте пожелаем, как говорится, творческих успехов. Будь, Илья, будь. Михаил. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всего доброго.